Что же является ключевым моментом в жизни человека и почему обыкновенному человеку не удается в жизни жить счастливо? Этот вопрос наверняка задает очень большое количество людей. И эти вопросы, почему весь мир по отношению ко мне обозлился, почему весь мир по отношению ко мне ведет себя там не так или так. Итак, начну я с первой эзотерической тайны, которая называется «Злость и доброта». Оказывается, эти слова имеют ключевую задачу или ключевую функцию в тот момент, когда человек начинает идти в духовном росте и старается себя каким-то образом развить. Итак, давайте я начну это с пословицы, которая звучит так. Скажите мне, какая собака добрее, та, которую побьют, или та, которую погладят? Представляете, я сегодня хочу для вас открыть некоторые эзотерические тайны. Собака, которую побьют, это собака, которая добрее. Оказывается, если побить собаку, то она начинает не отходить от вас, а постоянно просит, чтобы вы извинили ее, просит, чтобы вы ее погладили, просит, чтобы... наверное, сама гладится. То есть она занимает какое-то время на то, чтобы более интенсивно находиться рядом с вами. А теперь давайте ответим на наши вопросы, которые могут звучать так. Итак, на меня в семье обижаются, и меня в семье не любят. Вопрос, почему так происходит? Потому что в середине себя вы излучаете состояние накопленной злости на того человека, который после этого на вас срывается. Таким образом, если есть человек, который на вас срывается, это говорит о том, что вы в середине себя накапливаете потенциальную энергию злости. Именно поэтому такой человек на вас срывается. Вот давайте теперь, как это у нас происходит. Человек в середине себя накапливает раздражение и накапливает злость. Это чувствует другой человек, и этот человек является тем бичом Божьим, который наказывает этого человека за его внутренние элементы накопленной злости, и после этого эта злость исчезает. Таким образом, человек, который злится, в дальнейшем становится добрым человеком, если его побить палкой. Но это я так шучу. Вот смотрите, как это устроено в жизни нашей. Если вы злитесь на деньги, то тогда эти деньги вас наказывают или бьют безденежьем. Яркий симптом абсолютно плохой жизни человека. Оказывается, если вы злитесь на себя, то в ваше тело будет бить болезнь. Если вы злитесь на себя за слабость, ваше тело будет биться. Очень часто в нашей жизни мы отталкиваем от себя события, мы отталкиваем от себя возможность общения, мы отталкиваем это через свой внутренний эгоизм. И как это происходит, я сейчас расскажу. Каждый день вам жизнь дает определенные события. Каждый день новая минута жизни является проекцией божественного экрана вашей жизни. Смотрите. Каждая следующая минута вашей жизни – это то, что вам дает Бог, для того, чтобы вы это все могли видеть как телевизор и радоваться этому всему. Но в какой-то момент человек что-то в себе изменяет, и это начинает вызывать в нем колоссальное внутреннее страдание. То есть человек начинает говорить: мне не нравится то, что я вижу, мне не нравится то, с кем я живу, мне не нравится, на чем я сижу, мне не нравятся эти люди, мне не нравится это, мне не нравится это. Но ты-то ни при чем, ведь это дает тебе божественная энергия. То есть если это дается тебе, то ты тогда должен это принять и насладиться тем, что тебе дается. Таким образом, если человек в своей жизни старается все отталкивать, не принимать, то тогда у него жизнь сокращают. Или создают такие предпосылки, при котором он будет не жить, а находиться в состоянии холодца, при котором события происходить просто не будут. Вот смотрите, как это происходит. Все, что является будущим, это является элементом, который сейчас должен появиться. Я иду по улице, я не вижу человека, и он должен появиться. Когда он появится из будущего. То есть я иду по улице, и навстречу ко мне приходит человек, которого я давно не видел, и не ожидал его увидеть. Этот человек, его зовут там Вадим. Я с ним разговариваю, после этого мы разговариваем с ним в настоящем времени. После этого я с ним поговорил, и он ушел в прошедшее время. Таким образом,
В случае, если я буду каждого человека воспринимать в настоящем времени, а ведь этот человек, это не то, о ком я думал, а то, что создало провидение для того, чтобы я этого человека увидел. С каждым человеком таким, с которым я буду встречаться, это будет человек, который мне дается с какой-то целью и для чего-то. А также все, что мне дается, я могу в настоящем времени воспринять с радостью, принимая это, с радостью, не отвергая, и с радостью, не отталкивая. Таким образом, если я отталкиваю это, то мне больше это не дается. Смотрите, как это происходит. Я рассчитываю за такси, и при этом у меня появляется жаба. То есть я думаю, ой, как же мне надоело, я больше не хочу никогда рассчитываться. То есть что я делаю? Я отталкиваю от себя возможность контактить с энергией денег. Таким образом, я отталкиваю энергию денег. А нужно было, отдавая, приобретать. Помните, я говорил, я покупаю себе материальное благополучие после того, когда я рассчитываюсь в такси. Таким образом, принцип неотталкивания является одним из самых важных принципов жизни. Нужно принимать ту жизнь, в которой вы живете, потому что она создана по принципу жизни, специально созданной для вас. Но человек в силу своего человечества или человеческих каких-то качеств, он умудряется быть не божественной энергией, не расти духовно, становиться как Бог. Он становится тем существом, которое старается быть судьей для Бога и для людей. Ой, это мне не нравится, это мне нравится, а это хорошо, а это плохо, а эти люди дебилы. Кстати, о дебилах людях сейчас тоже расскажу. Вот подумайте сами, смотрите, человек, который живет в обыкновенном социуме, он где-то вот так вот начинает с людьми общаться. То есть он поговорил с человеком, после этого идет и говорит, боже, какой дебил, и это дебил, а это сволочь, а этот тунеядец, а этот придурок, а этот наркоман, эти люди вообще идиоты, вообще я живу в стране идиотов, козел намаханный и так далее. То есть человек начинает изъявлять из себя состояние страдания и отталкивания большого количества людей от себя. Таким образом, он страдает от того, что он находится в социуме. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы такой человек не страдал? Такого человека посадят в тюрьму. Почему такого человека посадят в тюрьму? Потому что человек в тюрьме будет одиноким человеком. Таким образом, он, отталкивая людей, которые вокруг него находятся, он приобретал способность или проявлял свое внутреннее желание сделать так, чтобы людей вокруг него не было. Таким образом, такого человека просто возьмут где-то и создадут условия, при котором он сядет только к тем людям, которые являются такой же частью, как и он. То есть, а это лохи, а это дебилы, а это сволочи. То есть он найдет не сволочей, не дебилов, не лохов. И это люди, которые будут вместе с ним сидеть в одной камере. Таким образом, человеческая жизнь, она целиком устроена по принципу, что если человек отталкивают, то ему дают возможность сделать так, чтобы этого в его жизни не было. Если вы каждый день отталкиваете своих близких и страдаете по этому поводу, будь что, придуманная идея, злость, переживания в семье, это все в дальнейшем может создать предпосылки отталкивания этой энергии от вас. Если вы страдаете в том, что вы живете в семье, то тогда эту семью у вас будут забирать. Если вы страдаете, что у вас там муж рядом находится, у вас этого мужа будут забирать. А почему этот муж к вам относится плохо или хорошо? Почему вы злитесь, и после этого он вместо того, чтобы обнять вас, начинает нападать? Это же целиком связано с тем, что вы в середине накапливаете злость. Злость является ключевым моментом жизни человека. Мы злимся на себя, и нас бьют заболеваниями. Мы злимся на то, что у нас нет денег, у нас их вообще забирают. Мы злимся, что рядом кто-то там неправильно чавкает, начинаем воспитывать, у нас ничего не получается, и мы еще сильнее злимся. И после этого это все нас ударяет, потому что этот человек находит повод конфликтовать. И это мы создаем сами. Мы сублиматоры внутренней злости. Таким образом, если вы будете отталкивать и вы будете злиться, то вы никогда в вашей жизни не будете успешными людьми. Вы всегда будете несчастными. Сегодня было интересно. Итак, две вещи мы уже рассмотрели. Итак, первое. Никогда не отталкивайте ничего в своей жизни. Принимайте это в своей жизни. Происходит это в вашей жизни, не бойтесь, делайте это.
И второе, старайтесь быть беззлобными людьми. Третье, нужна ли человеку память? Естественно, мы скажем сейчас, человеку нужна память. А теперь мой вопрос как эзотерика к вам. Скажите, там видно меня, слышно? Да. Хорошо. Как эзотерика к вам, я хочу задать этот вопрос, он звучит так. Почему мы любим маленьких детей? Почему человек любит маленьких детей? Почему ребенок растет, и мы его любим, 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 а потом в какой-то момент перестаем любить? Я очень долго наблюдал за такими детьми и никак не мог понять вот этого момента. Оказывается, одного ребенка хочется схватить, мять, терзать, целовать, обнимать, а другого ребенка не хочется ни схватить, ни обнимать. Я думал, с чем связано это, что у нас к одним детям появляется порыв, а к другим детям такого порыва не появляется. Со временем я понял, оказывается, если человек начинает помнить все, что было у него раньше, то он, как правило, помнит только негативные состояния того, что было раньше. Таким образом, он накапливает элементы прошлого в своей жизни, и из-за элементов прошлого человека не хочется любить в настоящем. Поэтому те дети, которые очень быстро прощают и не помнят, что было 20 минут назад, их любят больше, чем обидчивых детей, которые постоянно обижаются, которые постоянно вспоминают, которые постоянно тянут что-то из прошлого, которые постоянно анализируют. Из этого следует вывод. Друзья мои, скажите мне, насколько для вас важно ковыряться в прошлом? Я хочу вам сказать, ковыряние в прошлом является тем, что вам не даст возможности быть человеком, которого можно безвозмездно или просто так любить. Постоянно будут возникать вокруг вас люди, которые будут иметь к вам претензии. Претензии будет иметь еще и внешний мир. А наверняка здесь есть люди, которые занимались расстановками или занимались системными расстановками, или занимались системами воспоминаний, там, реинкарнациями и так далее. Скажите, ухудшалось общее состояние после каждого такого процесса? Я вам скажу сам, ухудшалось. Почему? Потому что когда вы начинали ковыряться в том, что было раньше, вы начинали делать всплеск этой энергии негатива, и вы становились в какой-то момент загрязненным. Это как с маленькими детьми. Те, которые ничего не помнят, их хочется обнимать, потому что они, как и раньше, нормальные. А те, которые помнят, начинают ставить вперед руку и говорят, не надо. Почему? Потому что помнишь вот тогда и так далее, и так далее. То есть это нарушает общий объем коммуникации человека. Его вот эта память, запоминающее устройство, которое постоянно заставляет его помнить все негативное, заставляет его быть некоммуникабельным человеком. И в дальнейшем именно поэтому у него получается отталкивание, недоверие, отсутствие коммуникации. И это все приводит к тому, что человек такой начинает страдать. В итоге это и порождает внутреннюю злобу, злость, неверу в себя, отталкивание из своей жизни каких-то событий. Поэтому вывод из этого звучит такой. Друзья мои, что бы ни произошло сегодня, не вспоминайте об этом завтра. Все, что произойдет сегодня или произошло час назад, старайтесь не думать об этом. А как же быстро убрать у себя это недумание? Могу дать очень простой совет. Переключайтесь. Тебе дают жизнь, ты не живешь, а только живешь воспоминаниями. Они тебя мучат, и ты в этих воспоминаниях мучаешься. Можно ли что-то сделать с этими воспоминаниями? Друзья мои, вы знаете, ошибка целого социума, в котором мы проживаем, всемирного социума, заключена в том, что почему-то люди не умудряются помнить все хорошее. Но вот бляха-муха, вы знаете, большое количество людей, которые проживают в своей жизни, они вновь и вновь тянут только негатив. Почему? Да фиг его знает. Просто это целиком связано с тем, что, вероятно, мы рождены мазохистами. И вот это состояние бесконечного мазохизма заставляет нас без конца тянуть только какую-то фигню из нашей жизни, в которой мы прожили. Почему бы не научить себя вспоминать только хорошее что-то в своей жизни? Находить, возможно, какие-то воспоминания, которые были посвящены тому, как росли дети, о том, как кто-то рожал, о том, как были сделаны первые шаги, о том, как и были вкусные там еда и там хорошие вечера.
Если вы начинаете вспоминать, ну вот почему вы постоянно стараетесь вспоминать только плохое? Ну почему мы устроены так, что нам необходимо помнить только плохое? Сегодня 10 человек было на приеме, у 10 человек говорю, ну и как были дела, что там было раньше, ай, лучше и не вспоминать. Ну что, твоя жизнь целиком была связана только с плохими событиями? Нет, нет, у меня что-то там было хорошее, а вот что я уже не могу сказать. Естественно, в случае, если человек помнит только плохое, то его жизнь, она имеет настрой. И этот настрой отрицательный, не позитивный. Так устроен человек с самого детства. Есть разные дети. Есть дети, которые настроены на позитив. Это дети, которые во всем видят только хорошие элементы. Они хохочут, они радостно воспринимают все, они вспоминают только хорошее, у них радостные минуты жизни. И эта хорошая жизнь, как чаша, наполняет их жизнь, и после этого они даже в воспоминаниях своих пропускают те элементы, которые были связаны там. Отец домой пришел пьяный, маму побил, не помнят. Но вот когда там кто-то кого-то взял на рыбалку и там ловили рыбу, помнят всю жизнь. То есть у каждого человека были не только плохие ситуации, а были и хорошие. Но только вот эта ориентация внутренняя, когда человек не может ориентироваться на хорошее, она остается. И после этого это выглядит так. Хочу задать вопрос. Если человек ориентирован видеть пыль во дворце, увидит ли он то, что он находится во дворце? Представляете, опыт такой. Заходят два человека во дворец, который инкрустирован драгоценными камнями, а стены инкрустированы золотом. И этот человек, зашедший во дворец, говорит следующие слова. Каждый из них нацелен на разные вещи. Один нацелен видеть красоту дворца, а другой нацелен найти в этом дворце пыль. После этого эти два человека находятся 1 час в этом дворце. Каждый из них выходит, и после этого один другому задает вопрос. Ой, ну как тебе понравился дворец? Говорит тот человек, который во дворце рассматривал дворец. Тот, который дворца не видел, говорит, ну, конечно же, не понравился, потому что куда ни посмотришь, всюду пыль. Таким образом, ориентация человека – это очень важное явление. Человек должен переориентироваться на позитивное восприятие окружающего мира. Это важный процесс. Но кто же научил его вспоминать пыль? Научил его вспоминать пыль прошлый опыт его воспоминаний. Представляете? Он с самого начала был ориентирован на то, чтобы иметь опыт, воспринимать пыль, вместо того, чтобы иметь опыт, рассматривать дворец и видеть во дворце дворец. А скажите, кому из них было приятнее? Тому, кто выявил пыль во дворце, или тому, кто рассматривал красоту этого дворца? Кто из них получит больше наслаждения от жизни? Тот человек, который умудрится видеть дворец, или тот человек, который умудрится видеть во всем пыль? Это касается наших семей, касается наших отношений, касается нашей работы. Почему? Очень часто человек, который начинает жить в семье, он умудряется рассматривать не дворец семьи, а рассматривать пыль, которая есть в этой семье. Человек, который начинает заниматься бизнесом, он начинает рассматривать предпосылки пыли, вместо того, чтобы радоваться событиями и строить свой дворец. В отношениях к себе человек ищет какие-то происки, то есть для него гораздо важнее его внутренние депрессии, спазмы, и он не обращает внимания на дворец, который выглядит в виде еще пока молодого красивого тела, который изменить невозможно и который он почему-то постоянно старается каким-то образом в себе заколотить. То есть человек умудряется видеть пыль в себе, не понимая, что он и является дворцом своих внутренних органов и внешнего проявления. Он находит пыль в своей голове, не понимая, что он является элементом накопленных энергий, мыслительных процессов, которые отличаются от каждого другого человека. Это вот и есть вот эта духовная ориентация, которая практически мгновенно может изменить жизнь другому человеку или любому человеку, который живет в жизни. Это особенность такая, ориентироваться на доброту, ориентироваться и не помнить то, что было вчера. Почему? Но зачем мне вчера, если я хочу ориентироваться на то, что происходит сейчас? А ведь быть недобрым, это значит помнить то, что было час назад.
Это нужно быть настолько недобрым человеком, чтобы несколько месяцев или лет вспоминать одного и того же человека, постоянно его переваривать. Это быть недобрым к себе, это быть недобрым к тем событиям, которые давал Бог на протяжении жизни нам. Это те события, которые являются нам, и мы все время как те кошки, которые фыркают и не хотят, чтобы их гладили. То есть нам дают, а мы говорим: нет, это плохо. Нам говорят: вот тебе тазик, нет, мы насрем мимо. Нам говорят: вот для тебя вкусная еда, нет, она недостаточно вкусная. Давайте сегодня попробуем в себе найти все-таки эти качества, которые называются хоть немножечко переориентироваться на более позитивное мировосприятие. Вы понимаете, более позитивное мировосприятие — это значит радоваться тому моменту, с кем, или тем людям, с кем вы живете. Принимать их с их комплексами, какими-то завихрениями в голове. Не злиться на этих людей, а также, если злитесь, переключаться. Не помнить то, что было раньше, а если вы хотите что-то вспоминать, то старайтесь не вспоминать ни в коем случае ничего плохого. Находите что-то хорошее, позитивное, яркое в той жизни, в которой вы прожили. Найдя что-то позитивное и яркое в той жизни, в которой вы жили раньше, безусловно, улучшить все состояния и все элементы, которые начнут происходить в ваших будущих моментах жизни. Таким образом, каждый из вас может очень быстро измениться в своей жизни, если начнет вспоминать только хорошее, жить только хорошим, проявит к себе, к близким еще и элемент внутренней доброты и начнет прощать. Почему прощать? Прощать — это значит не помнить. Если вы помните и не можете простить, то переключайтесь, понимаете? Во что можно переключаться? Можно переключаться в работу, в заботу. Это самое страшное, когда человек начинает тянуть одну и ту же идею. Я часто вижу людей, которые живут в одних объективных программах. То есть человек нарисовал себе какую-то идею, слепил себе какую-то программу и не может с этой линии уйти. Она является ключевой программой, он ставит штампы на человеке, ставит печати, и после этого не видит человека, который может меняться, но видит печать, которую он поставил на этого человека. При этом сам этот человек является еще и внутренне злым, и поэтому после всего начинает еще и получать. Вы, наверное, видите, мы начинаем получать. Вот смотрите, вы мне говорите иногда, приходя ко мне на прием, говорите: я вообще никого в семье не трогаю. Я вообще никому не лезу, я стараюсь вести очень разумный, мягкий образ жизни, там никому не лезу и хотела бы или хотел, чтобы меня никто не трогал. Нет, не получится. Почему? Потому что ты их раздражаешь, потому что ты в середине злишься. Злость, которая находится в вашем теле, в середине вас, это то раздражение, которое проявляет человек, который находится рядом с вами. Вы представляете? Вы злитесь на ребенка, он раздражается на вас. Вы можете поверить? Вот смотрите, вы хотите ребенка ударить, знайте, ваш ребенок предварительно злился на вас. А если ребенок злился, то вы являетесь помехой для него. Поэтому нужно это воспринимать более глубоко. Это духовные такие рассматривания глубоких глобальных процессов. Каждый человек в середине себя создает определенные вибрации. Если вы в середине злитесь, то тот человек, который рядом, он может совершить какое-то действие по направлению к вам. Потому что внешний мир — это мир действий, внутренний мир — это элемент притягивания. Злоба в середине вас притягивает по отношению к вам агрессию. Ну вот так мы и устроены, вы представляете, как два магнита. Вы злитесь, вас бьют, вы не принимаете внешний мир, вам ничего не дают. Вы постоянно злитесь, что с вами так происходит, почему так происходит, может быть, вспомнить, расстановить, там еще что-то сделать. И в итоге получается не лучше, а хуже. После этого старайтесь найти эзотерическое направление, где гуру, наверное, очень умный и опытный, который обучался у древних мастеров Востока и Индии, говорит: главное переложить на мои плечи ваши заботы. И главное каждый день по 2 часа молиться утром и вечером, и в жизни все будет хорошо. А вы представляете, так не происходит. Почему? Интересная встреча была вчера. Женщина пришла, подарила 2 книжки. При этом она по этим 2 книжкам, там, графа Сен-Жермена и там еще чего-то там, ну,
Она занималась духовными практиками аж на протяжении, чтобы вы понимали, около 40 лет. Причем она очень подробно, очень часто, ежедневно, до сих пор занимается духовными практиками, читая молитвы, которые очень красивые, которые можно петь, которые посвящены Иисусу Христу, там, Деве Марии и так далее. При этом она это делала каждый день на протяжении 40 лет. Вы знаете, зачем она пришла? Она пришла ко мне совершенно больной. Несколько лет назад у нее умерла единственная дочка. Сейчас она живет в съемной квартире. При этом она очень-очень больная женщина. У нее больные ноги, она вся поражена грибком. У нее больной желудок, больной позвоночник, сахарный диабет. Тогда что это за эзотерика, которая не дает человеку возможности быть здоровым человеком и быть тем человеком, который может чего-то добиться? А теперь вопрос. Она вчера мне подарила те книги, которые принадлежали ей дочери, ее дочери. Вопрос, зачем они мне нужны, если они не имеют никакого воздействия на человека, а если и имеют, то, скорее всего, разрушают. 40 лет она молилась и пережила свою дочь. Это разве правильно? Кто-то из вас захотел бы так жить? И на старости лет будет больным таким человеком. Дело в том, что в каждой эзотерике должна присутствовать какая-то философия. Эзотерика с техниками и молитвами и мантрами – это заниматься неправильным видом работы с собой. Я хочу вас предостеречь, ребята. Дело в том, что если среди вас есть люди, которые нашли мантру, или нашли молитву, или нашли еще что-то, и собираетесь заниматься этим, или какую-то технику, эзотерическую практику, там, наполнить себя там, водой, или наполнить себя огнем, или еще что-то там сделать, мантру почитать, я хочу вам сказать, не делайте этого. Потому что в итоге вам будет хуже. Почему? Техники без практик, это значит жить как... Или прийти к стоматологу, рассверлить зуб и не поставить пломбу. В итоге не будет лучше, а в итоге будет хуже, причем хуже во много раз. Таким образом, в случае, если вы изучаете эзотерику, то ищите в этой эзотерике не техники и практики, а ищите философские взгляды, которые помогут быть вам более свободным, более обширно развить свое восприятие мира, расширить свое сознание и быть более защищенным за счет вот таких философских взглядов. Эзотерика без философии – это стоматолог без пломбы. Вы представляете? Что же нас удерживает в том состоянии, в котором мы живем? Почему в нашей жизни ничего не появляется и почему наша жизнь не изменяется? Во всем этом виновата карма. Кто со мной не согласен? Потому что, открывая любого другого человека, который там продвигает идею кармы, там Сюминтана или там... Лазарева или еще кого-либо, мы постоянно читаем, что карма – это то, что является тем, что заставляет нас проживать как раньше и так далее. Ребята, карма – это наши страхи. Я хочу дать вам пример. Когда-то жил мужчина, который жил в английской колонии в Индии. И этот мужчина, которому исполнилось 62 года или 52 года, объявил голодовку и находился в тюрьме, и единственным его требованием было отдать Индию индийскому народу и всей колонии Англии выйти из Индии, причем выйти без войны. И вы представляете, этот человек, который весил всего лишь 50 килограмм на то время, смог победить целую английскую колонию, которой очень нужна была Индия, потому что это дорогая или достаточно богатая страна. И английская колония оставила свои рубежи и отдала народу Индии свои земли. Вы представляете? В этом был виноват, наверное, можно сказать, Ганди. Оказывается, Ганди был тем человеком, который и создал новый мир, который сейчас процветает в Индии. Плохой или хороший, но зато он принадлежит этим людям. Чем был интересен Ганди и при чем тут карма? Оказывается, когда Ганди писал свои книги, то он постоянно говорил о страхе. Он говорил, можно очень долго бороться со страхами, можно их переубеждать, можно их лечить, можно ими каким-то образом управлять. Можно заниматься йогой, можно брить волосы, и это никогда ни к чему не приведет. Как бы вы ни ковырялись в прошлом, и что бы вы ни обсуждали из прошлого, какой бы исторический опыт или какие бы знания у вас не были,
у вас ничего не произойдет. Никогда в жизни, ничего. И дал он один совет. И этот совет звучит так. Действие по преодолеванию страхов – это то, что создает новые предпосылки избавления от кармы. Таким образом, если вас мучает карма, то это ваши страхи. И вы никогда ничего не добьетесь и никуда не начнете двигаться до того момента, пока вы не переступите через свои внутренние страхи. И когда вы уберете эти внутренние страхи, то с каждым разом вы сможете, преодолевая страхи, избавиться от проживания в той жизни, в которой вы сейчас живете. Естественно, у нас есть страх. Я вот сегодня разговаривал утром с человеком, который занимается недвижимостью. Он говорит, я открыл агентство недвижимости, у меня ничего не получается. Андрей Андреевич, какую мне практику поделать? Я говорю ему, а ты открыл агентство недвижимости, ты сам продаешь, сам ходишь на прием. Он говорит, нет, но у меня же работает 10 человек. Но тогда почему ты это не делаешь? Ну, мне неудобно, да тебе страшно просто. Ты боишься ехать, боишься встречаться с этими людьми, боишься отвечать на вопросы, боишься коммуницировать, но ты хитростью нашел каких-то людей, которые на самом деле будут такими же, как ты. Увольняй этих людей и начинай сам ходить, показывать эти квартиры. Говорит, как-то непонятно все, я думал, есть какая-то практика. Так, друзья мои, это и есть практика. Есть хорошая песня у Бутусова, когда он говорит, видишь, там на горе возвышается крест, повиси-ка на нем, а потом, когда надоест, возвращайся назад, будем ходить по воде вдвоем. То же самое происходит у каждого человека. Обычно мы видим очень красивую упаковку в виде конфетки, никогда не занимаемся или никогда не думаем об идее, что ее кто-то создал, что кто-то разрабатывал макет и так далее. В случае с человеком кармические элементы – это наши внутренние страхи. Невозможно убрать страхи. Я еще раз хочу сказать, невозможно никак убрать страхи. Ни путем переосмысления, ни гештальт-терапией, ни дыханиями по Ковалеву, там, ни какими-то там внешними, внутренними изменениями событий и так далее. Ничего вы никогда не измените в себе. Почему? Прошлое, оно было прошлым, и мы его можем вспомнить только с позиции нашего нацеленного намерения или восприятия, то, как мы вспомним его, с какой позиции, с позиции хорошего или с позиции там плохого восприятия. В случае, если мы это вспоминаем, то с позиции плохого восприятия или с позиции хорошего восприятия, эти страхи, которые мы будем вспоминать, они будут только ухудшать наше состояние, и мы будем еще более сильнее бояться. Таким образом, наша память нам мешает реализоваться в этой жизни. Я вижу запуганных эзотериков, которые занимаются там расстановками, которые занимаются там просматриванием прошлой жизни. Мне очень интересно просто. Вы мне можете сказать, нафига вам просматривать прошлые жизни? Объясните мне. Ну вот хоть один человек мне может сказать это. Зачем человеку просматривать прошлые жизни? В чем смысл? Вам некогда разбираться в этой жизни, и вы пытаетесь что сделать? Просмотреть прошлую жизнь, а теперь ответ, или теперь вот как бы мое мнение. Вот смотрите, если вы в этой жизни вспоминаете только плохое, и уже до этого возраста накопили целый багаж плохих событий, то тогда вы что, готовы вспомнить еще и багаж плохих событий из прошлой жизни? Зачем? Чтобы сделать свою жизнь невыносимую, еще более невыносимой? Что от того, что вы будете знать, что в прошлой жизни вы были чьим-то братом там, или чьей-то сестрой, вы что, поделитесь недвижимостью? Зачем это все нужно? То есть с какой целью вы это делаете? Потому что интересно, друзья мои, вы можете достоверно убедить меня в том, что вы были в прошлой жизни моей матерью, отцом или братом или еще кем-то? Скажите, а чем вы докажете? У вас есть паспортные данные, которые остались в прошлой жизни там, или еще что-то. А вы знаете, что это обыкновенные манипуляции? Вообще, когда человек говорит, я знаю, в прошлой жизни мы были родственниками, это полная лабуда. Вы доказать не можете, и придумывая, вы делаете просто все для того, чтобы манипулировать этим человеком. Делаете это по необъяснимым причинам. Вы знаете, осознанность духовная или осознанность каждого человека, она заключается в том, что каждый раз человек, совершая поступок или произнося какую-то речь, должен задать себе вопрос, для чего или зачем я это сделал.
То есть что я с этого буду иметь, правильно? Или зачем вообще это я делаю? То есть если человек ругается и тянет целый день какие-то события, то эти события являются, и они являются ключевыми. Он должен себе задать вопрос, зачем мне это? То есть что я хочу в итоге получить? То есть если я тяну события прошлого опыта, если я тяну вот то, что было раньше, то тогда, если это там на работе, то тогда, возможно, я хочу уволить сотрудников. Если это в семье, тогда я ищу повод для развода. Если это там какие-то выяснения отношений на улице, это значит, я хочу с кем-то разбежаться и больше не общаться. То есть каждый раз, когда человек что-то произносит, или каким-то образом говорит что-то кому-то, или даже делает какое-то действие, то, будучи осознанным человеком, он должен задать себе вопрос, для чего мне это нужно? Так вот вопрос, зачем нужно одному человеку говорить, кем он был в прошлой жизни? Что это даст? То есть, если вы в прошлой жизни были монахом, то что вам от этого? Если в этой жизни вы кочегар? Чреве топки отшельник. Бессмысленность вот такого опыта путешествия, она настолько не нужна и непонятна. Скажите мне, вот человек устроен по принципу жизни, а теперь давайте представим, что важнее для человека, воспоминания или что важнее, настоящий момент. А теперь давайте вспомним, как мы ели персики. Дай мне абрикос. А теперь давайте вспомним, как мы ели персики, держа в руке зеленую некрасивую абрикосу. Смотрите, что я выберу? Часовое воспоминание о том, как я съедал персики, если я голоден, или я выберу кислую абрикосу, которую я положу в рот и разжую? Скажите, по вашему мнению, что будет для меня ценнее? Кислая абрикоса сейчас, которую я съем, или воспоминания о персиках, которые у меня там в голове? Конечно же, это же понятно даже глупому человеку. Естественно, легче один раз съесть даже кислую абрикосу, чем 1000 раз представлять сладкие персики или вспоминать сладкие персики. Наши воспоминания, даже прошлых жизней, они ничего по отношению к тому, насколько может быть вкусная и интересная настоящая жизнь с настоящими событиями. Даже если в прошлой жизни у вас было много персиков, дорогая машина, все равно в настоящем моменте абрикоса будет вкуснее всех тех событий. Тогда вопрос, зачем они нам нужны? Но я могу дать ответ для того, чтобы манипулировать другими людьми, которым мы вчухиваем вот такую вот информацию. И я считаю это неэстетично, некрасиво и очень жестоко. Ага. Таким образом, я хочу дать вам сегодня... Так, сейчас я настраиваюсь. Сейчас же все сам сделаю, все сам сделаю. Все сам. Я сам, все сам. Таким образом, человек обычно ищет, наверное, возможность вспоминаний. Ой, я был в прошлой жизни вот монахом, и была в этой прошлой жизни такой, и в этой жизни я уже была вот такой, и вот это вот у меня было в жизни. Ну и что от этого, если в кармане у тебя 2 рубля? Мне безумно не нравится астральная левитация. Я объясню вам почему. Зачем получать удовольствие от того, что вы лежите трупиком, если можно получить удовольствие от того, что вы бегаете жеребчиком? Ну вот подумайте сами, вам же это снится, и вы в этом всем путешествуете. И вы при этом получаете там удовольствие, наслаждение или, возможно, какие-то события. При этом забывайте о том, что настоящие события в той жизни, в которой мы живем, они могут быть такими же невероятными, интересными, яркими, реализованными и так далее.
А я знаю очень много людей, которые меняют настоящую жизнь на то, чтобы без конца погружаться в астральные левитации, находиться все время где-то. Они настолько зашорены и запуганы, что они постоянно куда-то убегают, постоянно от чего-то просятся, просят постоянной защиты, постоянно ищут возможности, чтобы что-то или кто-то их защищал, постоянно ставят эзотерические защиты, постоянно ищут повод для того, чтобы переложить ответственность за свои события, своей жизни на кого-то и так далее. Борются со своими страхами, не преодолевая страхи, а стараясь этим страхом потакать и стараясь каким-то образом увиливать. Развиваю у себя жизненное желание быть все-таки в середине злым человеком. После этого говоря, я не понимаю, но все люди ко мне плохо относятся и так далее. Чтобы отработать прошлые жизни, давайте я вам расскажу о прошлых жизнях. Каждый раз есть правила кармы, которые звучат так. В одной жизни ты убиваешь одного человека или 10 человек. Так вот, если ты убил одного человека, то в каждой следующей жизни тебя один раз убьют. Если ты убил 10 человек, то в каждой следующей жизни 10 раз тебя будут убивать. Если ты убил 100 человек, то в каждой следующей жизни один раз в жизни тебя будут убивать один раз, и ты будешь перерождаться 100 раз. Таким образом, само перерождение и называется отработать прошлые жизни. Я вам хочу дать совет, вообще туда не лезьте, вообще, потому что это вас вообще не касается. Не нужно отрабатывать прошлые жизни, нужно не отталкивать настоящие моменты. Вы лезете туда, куда не нужно, при этом забывайте о том, что вы живете сейчас. А вот насладиться тем, что вы живете сейчас, этому нужно научиться.